В дикой природе, как и в жизни людей, бывают трагедии. Иногда самки, как это ни прискорбно, отказываются от своего потомства. Причин может быть множество: стресс, нехватка молока, болезнь. В таких случаях судьба детенышей оказывается под угрозой. Именно такой истории, которая тронула сердца многих, я и хочу вам рассказать. В одном из африканских заповедников львица Киара произвела на свет двоих львят. Но, к сожалению, из-за сильного стресса она отказалась от них. Малыши, еще совсем крошечные, были в крайней степени истощения и нуждались в срочной помощи. Ветеринары, работавшие в заповеднике, были в отчаянии. Они понимали, что детеныши обречены без заботы матери. Врачи забрали львят у Киары и начали выкармливать их молочной смесью. Их усилия были направлены на спасение кошек, и их, казалось, было недостаточно. Малыши понемногу восстановились, но этого было недостаточно. Львятам было тяжело. И тогда сотрудникам заповедника пришла в голову невероятная идея. Они обратились за помощью к семье из соседнего городка. В этой семье жила немецкая овчарка по кличке Герда. Эта собака, как ни странно, не переносила кошек. Однако семья, узнав о ситуации, не раздумывая, предложила свою помощь. И Герда удивительным образом стала приемной матерью для двух осиротевших львят. Сотрудники заповедника были поражены. Никто не мог предвидеть такой поворот событий. Герда, которая раньше проявляла неприязнь к кошкам, сразу же приняла львят. Она кормила их своим молоком, грела своим теплом, заботилась о них, как о собственных детях. Львята, получив необходимое питание и заботу, быстро окрепли и набрали вес. Они росли, играли, развивались под присмотром своей необычной мамы. Герда же, несмотря на свои обычные привычки, проявляла терпение и ласку. Она вылизывала львят, играла с ними, словно они были ее собственными щенками. Львица была слабее брата. Истеричный характер сказался на ее здоровье. Но Герда делала все возможное, чтобы поддержать обеих. Собака была невероятно преданной львицам и даже не позволяла кому-либо приближаться к ним, защищая всеми силами. Шли дни, месяцы, львята взрослели. Они становились все крупнее, сильнее. И наступил момент, когда стало понятно, что их совместное проживание с Гердой становится опасным. Взрослые львы, пусть и воспитываемые собакой, могли причинить ей вред. И, к сожалению, пришел момент расставания. Герду вернули домой. Львята, теперь уже взрослые, были пересажены в новый вольер, где они могли жить в более подходящих условиях. Персонал заповедника был безмерно благодарен Герде за ее самоотверженность, за ее материнскую заботу, за то, что она спасла жизни двух маленьких львят. Шли годы, львята росли и становились взрослыми львом и львицей. Жизнь текла своим чередом. И вот, спустя 2 года, произошло то, что казалось невероятным. Герду привезли в заповедник. Все очень боялись, что случится что-либо плохое. Несмотря на долгую разлуку и страх львов, случилось чудо. Львица узнала свою маму. Да, львица, вышедшая из вольера, сразу же подбежала к Герде. Она стала тереться о нее, как кошка, и ласкать ее. А потом к ним присоединился лев. Я видел это своими глазами. Это было невероятно трогательно. Это было просто чудо. 2 огромных льва, которые были когда-то маленькими беспомощными котятами, вспомнили свою приемную мать. Они обнимались с ней, как будто и не было этих 2 долгих лет разлуки. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.